Джона поднимался на лифте, когда заметил в углу молодую девушку, которая вела себя очень странно. Она все время смотрела на часы и тихо разговаривала сама с собой. Сначала он не придал этому особого значения, но потом начал замечать, что что-то не так. Его лицо побелело, когда он понял страшную причину ее странных поступков. Джона вошел в лифт, не подозревая, что это навсегда изменит его жизнь. Однако в углу стояла молодая женщина, с которой он на мгновение встретился взглядом. Он вошел в лифт на первом этаже и должен был подняться на самый верх здания для встречи со своим боссом. Когда он нажал кнопку 12-го этажа, он внезапно что-то услышал. Ему показалось, что молодая женщина что-то прошептала ему. Сначала Джона не обратил на это внимания, думая, что, вероятно, неправильно расслышал. Внезапно лифт остановился на следующем этаже, и Джона отступил в сторону, чтобы дать женщине выйти, но она не ушла. Он подождал, пока войдут еще люди, но по ту сторону дверей никого не было. Джона оглядел коридор второго этажа и повернулся, чтобы посмотреть на молодую женщину, но она выглядела такой же удивленной, как и он. Когда двери снова закрылись и лифт двинулся вверх, Джона вздохнул. Он мог бы поклясться, что увидел, как загорелась кнопка второго уровня, когда он вошел в лифт. Так почему же молодая женщина не вышла? Когда он снова услышал ее шепот, он обернулся, теперь глядя прямо на молодую женщину. Но, взглянув на нее, он заметил, что она вообще не смотрит на него. На самом деле она смотрела на свои часы. Он видел, как шевелятся ее губы, так что он был прав насчет шепота. «Мэм, извините», — спросил он как можно любезнее. Молодая женщина подняла голову, немного шокированная тем, что он действительно заговорил с ней. «С вами все в порядке? Вы хотели что-то сказать?» Лифт остановился. Он достиг 6-го этажа, и двери снова открылись. На этот раз в лифт вошла другая женщина и нажала кнопку 8-го этажа. Джона ласково улыбнулся женщине и кивнул ей в знак приветствия. Но как только женщина посмотрела на другую молодую женщину в углу лифта, она быстро вышла обратно. Это еще больше смутило Джону. Он увидел выражение лица женщины, как только она заметила молодую женщину в углу, и ему показалось, что она увидела привидение. Внезапно он почувствовал, как лифт задрожал и остановился так резко, что он чуть не упал на землю. Все погрузилось в темноту и жуткую тишину. У него свело живот, когда он понял, что лифт застрял между двумя этажами. «Ты, должно быть, шутишь?» — тихо сказал он себе, схватив телефон и включив фонарик. Он ожидал увидеть молодую женщину в состоянии паники, но она казалась на удивление спокойной. «Я думаю, мы пробудем здесь какое-то время», — внезапно произнесла она мягким, спокойным голосом. От этого у Джоны по спине побежали мурашки. Он быстро нажал кнопку вызова экстренной помощи и стал ждать, пока кто-нибудь ответит. В тишине лифта, теперь без музыки, шепот молодой женщины казался громче. Джона почти разобрал, что она говорит, когда из динамика послышался голос. Внизу Джона взволнованно спросил: «Мы застряли в лифте в здании 3, где-то между 8-м и 6-м этажами». Голос Джоны задрожал, когда он заговорил. «Нам немедленно нужна помощь. Пожалуйста». Спокойный голос на другом конце провода пообещал быструю помощь. Он закончил разговор, сжимая телефон как спасательный круг для связи с внешним миром. Когда связь прервалась, в лифте воцарилась тяжелая тишина. Джона взглянул на женщину, выражение ее лица было непроницаемым. «Ты в порядке?» Джона решился нарушить молчание. Она продолжала молчать, на мгновение встретившись с ним взглядом, прежде чем отвести взгляд. Попытка Джоны наладить хоть какую-то связь провалилась. Из-за отсутствия реакции он почувствовал себя еще более изолированным. Джона наблюдал за женщиной, и ее безмятежность нервировала его перед лицом их затруднительного положения.
Почему она была такой спокойной? Знала ли она что-то, чего не знал он? Женщина снова наклонилась к своим часам и тихо прошептала. Этот едва слышный звук резко контрастировал с напряженной тишиной, царившей в лифте. Смятение Джона росло. С кем она могла разговаривать? И почему через часы? Беспокойство Джона росло с каждой минутой. Внезапно шепот прекратился. Женщина стояла молча, забыв о часах в руке. Эта внезапная тишина действовала на нервы так же, как и ее предыдущие бормотания. Продолжающееся молчание женщины превратилось в оглушительный рев в ушах Ионы, усиливая его страх. Каждое мгновение тишины тянулось, превращая лифт в клетку тревоги и ужаса. Джона, не в силах больше сдерживать свой страх, повернулся к женщине. «Что происходит? Почему ты молчишь, пожалуйста? Просто скажи мне кое-что». Его мольба была отчаянной. Она выражала охвативший его ужас. Джона начал расхаживать взад-вперед по ограниченному пространству лифта. Каждый шаг свидетельствовал о его растущем беспокойстве. Небольшое пространство усиливало его беспорядочные движения. Страх Джона усилился, когда он остановился и снова посмотрел на женщину. «Зачем ты это делаешь?» – закричал он, и его голос отразился от стен лифта, усиливая его тревогу. Молчание женщины было громче любого ответа, и каждое мгновение тишины обостряло страх Джоны. Кульминационный момент страха Ионы разрядил напряжение, которое нарастало, как буря. После этого над ними воцарилось тяжелое молчание, еще более глубокое, чем прежде. Этот момент стал поворотным моментом, оставив после себя ощутимое чувство неловкости между ними. Воздух сгустился от невысказанных слов и неразрешенного страха. По мере того, когда Джона доходила реальность его положения, надежда таяла, уступая место отчаянию. Он привалился к стене лифта, и желание бороться покинуло его. Внезапно тусклый свет в лифте начал возвращаться к жизни, прорезая темноту. Словно по сигналу, мягкий гул музыки в лифте заполнил пространство. Знакомая мелодия зазвучала в воздухе. Джона почувствовал, как его охватывает сдержанное облегчение, когда лифт, казалось, пробудился от своего временного сна. Для Джона это означало нечто большее, чем просто возобновление подачи электроэнергии. Это был луч надежды на то, что их тяжелое испытание, возможно, скоро закончится. Когда лифтовая система, по-видимому, снова заработала, Джона позволил себе глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. Хотя Джона все еще был заперт в металлическом ящике, восстановление его функций дало ему психологическую передышку. Когда лифт с жужжанием вернулся к жизни, решимость Джона окрепла. Несмотря на кажущееся восстановление работоспособности, он не мог избавиться от страха, который не отпускал его. Решение было мгновенным, почти инстинктивным. Он должен был выйти на следующем этаже, несмотря ни на что. Джона на мгновение вспомнил о встрече, которую он должен был провести со своим боссом. Важной встрече, которая, несомненно, была пропущена. Профессиональные последствия были значительными, но в свете его недавнего тяжелого испытания они казались далекими, почти несущественными. Баланс между его карьерными устремлениями и его изначальной потребностью в безопасности в подавляющем большинстве случаев склонялся в пользу последнего. Когда движение лифта возобновилось, Джона встал у дверей, его мышцы напряглись в предвкушении. Его решимость покинуть это замкнутое пространство была очевидна. Каждой клеточкой своего существа он был сосредоточен на том моменте, когда двери откроются. Он мысленно повторял свои действия – выйти, уйти и никогда не оглядываться назад. Это испытание должно было закончиться, и оно закончится, как только он сможет сбежать. Поднимаясь на лифте, Джона не мог не задуматься о возможных последствиях своего опоздания. Пропуск такой важной встречи мог запятнать его профессиональную репутацию, возможно, даже поставить под угрозу его работу.
Однако, столкнувшись с непосредственной угрозой своему благополучию, эти опасения казались абстрактными, второстепенными. Его безопасность, его психическое и физическое благополучие были приоритетом. Он считал, что неудачи в карьере можно исправить. Риск пережить еще один момент ужаса нет. Устойчивый подъем в лифте дал Ионе возможность поразмыслить о своих приоритетах. Профессиональные последствия того, что он пропустил встречу, нависли над ним, но они меркли по сравнению с непреодолимым желанием сбежать из лифта. Решение о побеге было инстинктивным, продиктованным глубоко укоренившейся потребностью в свободе и безопасности. В тот момент ничто другое не имело значения, кроме срочной необходимости выбраться отсюда. Наконец лифт возобновил подъем, легкая вибрация под ногами стала долгожданным признаком движения. Сердце Джона радостно забилось, когда цифры на панели поползли вверх. Это долгожданное движение означало не просто возвращение к функциональности, но и ощутимый шаг к свободе. Тишина, которая усиливала его страх, исчезла, сменившись обнадеживающим гулом прогресса. По мере того, как лифт неуклонно поднимался, Джона охватил прилив радости. Каждый пройденный этаж был победой, шагом вперед от кошмара, который он пережил. Мысль о том, что дверь откроется, и он выйдет в коридор, наполняла его предвкушением. Это был не просто физический подъем, это был эмоциональный подъем. Прилив счастья от перспективы побега и окончания его тяжелого испытания. Джона стоял у дверей лифта, его тело было напряжено в готовности. Он мысленно отрепетировал это действие, двери раздвинулись, и он быстро вышел, оставив позади замкнутое пространство и его навязчивые воспоминания. Каждый его мускул был готов к действию, движимый единственным желанием вырваться из гнетущей обстановки лифта и вернуться в мир. Стремление Джона уйти было связано не только с тем, что он просто вышел из лифта. Это была глубоко укоренившаяся потребность в безопасности, в отдалении от нервирующей тишины и таинственной женщины, которая разделила с ним плен. Он был сосредоточен на исключительной свободе. Предстоящий выход представлял собой нечто большее, чем просто физическое освобождение. Это было освобождение от страха и напряжения, которые охватывали его. Как раз в тот момент, когда Джона собрался уходить, тишину прорезал женский голос, приказавший ему остановиться. «Подожди», — твердо сказала она. Ее тон не допускал возражений. Внезапное прерывание, неожиданное и властное, поставило Джону в тупик. Новая волна неуверенности захлестнула его. Почему она заговорила именно сейчас, когда он был готов вырваться за рамки, в которые они оба были заключены? «У мистера Гибсона еще есть время встретиться с вами», — сказала женщина, и ее голос прорвался сквозь напряжение. Лицо Джона побледнело, он был в шоке. Как она узнала о его встрече? Упоминание имени его босса, столь неожиданное в данном контексте, ошеломило его и на мгновение лишило дара речи, пока он пытался осмыслить смысл ее слов. Шок Джона быстро сменился пониманием, когда он сопоставил личность женщины с информацией, которую она только что сообщила. Если она знала о мистере Гибсоне и его расписании, то связь была очевидна. Она должна была быть связана с его боссом, но каким образом? Осознание этого вызвало у него шквал вопросов. Его прежнее замешательство смешалось с растущим любопытством по поводу ее истинной личности. «Подождите, откуда вы знаете мистера Гибсона? Кто ты?» Джона начал задавать вопросы, в которых сочетались любопытство и потребность в ответах. Он хотел прояснить не только ее удивительную осведомленность о его боссе, но и то, почему она молчала на протяжении всего их испытания. Его тон смягчился, когда он спросил, пытаясь понять тайну, которая раскрылась перед ним,
в замкнутом пространстве лифта. По мере того, как она говорила, спокойствие женщины резко контрастировало с паникой, охватившей Джону ранее. Она раскрывала частички своей личности. Каждое слово медленно снимало покровы тайны, которые окутывали ее самообладание. Таким образом, вопреки страху и замешательству, охватившим Джону, она добавила интриги в свои откровения, намекая на глубину истории, которая еще не раскрыта полностью. «Я дочь мистера Гибсона», — наконец призналась она ровным голосом. Я разговаривала по телефону, обсуждая рабочие вопросы, и ее признание пролило свет на слухи, которые ходили по ее часам, источник беспокойства Джоны. Откровение, с которым она общалась по поводу работы, возможно, даже по поводу самой встречи. Джона волновался по этому поводу, придало ощущение завершенности головоломки, соединив воедино все странные события этого дня. Те слухи, которые я слышала, на самом деле были разговорами с моим отцом о секретном проекте, в котором ты участвуешь, объяснила она. Глаза Джона расширились от недоверия. Открытие, что его непреднамеренное подслушивание на самом деле было разговором на высоком уровне с его участием, было поразительным. Мысль о том, что он был в центре секретной инициативы, обсуждаемой в такой необычной манере, заставила его задуматься, пытаясь собрать воедино свою непреднамеренную роль. Джона с трудом переваривал информацию. Он был участником секретного проекта, настолько важного, что это требовало разговоров шепотом и участия дочери его босса. Осознание этого привело его в замешательство. То, что он был так близок к сердцу чего-то важного, но до сих пор совершенно не замечал этого, заставляло его чувствовать себя незащищенным и слегка глуповатым. «Я сожалею, что неправильно истолковал ваши действия», — сказал Джона, и в его голосе слышалось искреннее раскаяние. Напряжение последнего часа, вызванное его неверными толкованиями и страхом, теперь казалось незначительным перед лицом правды. Он извинился за свою недавнюю панику и агрессию, поняв, наконец, причины ее молчания и шепота. Извинение стало небольшим шагом к преодолению неловкости и страха, которые определяли их взаимодействие. Несмотря на неловкость их встречи и панику Джоны, мистер Гибсон все же предложил Джоне принять участие в секретном проекте. Этот жест доверия, проявленный при таких необычных обстоятельствах, был неожиданным. Джона почувствовал прилив благодарности и волнения. Проект, окутанный тайной, теперь представлял собой уникальную возможность, шанс проявить себя за пределами обычного рабочего дня и несчастного случая в лифте. Первоначальное смущение Джона из-за своих прежних реакций постепенно сменилось осторожным оптимизмом. Секретный проект, поначалу вызывавший замешательство и страх, теперь превратился в многообещающую возможность. Этот сдвиг в перспективе, от страха к предвкушению, ознаменовал значительный поворот событий. Испытание, выпавшее на долю Джоны в лифте, когда-то вызванное паникой, неожиданно поставило его на пороге потенциально судьбоносного для карьеры предприятия. Джона получил сообщение об этом. Мистер Гибсон по-прежнему был готов встретиться с ним, несмотря на неожиданную задержку, вызванную инцидентом в лифте. Эта готовность перенести встречу не только позволила Джоне вздохнуть с облегчением, но и дала ему новую возможность принять непосредственное участие в секретном проекте. Этот жест подчеркнул важность встречи, подчеркнув ее значимость, выходящую за рамки ограничений по времени и обстоятельствам. Реакция мистера Гибсона на всю эту ситуацию была отмечена удивительным уровнем понимания и сопереживания. Он признал, что Джона испытывал стресс и страх, рассматривая его реакцию скорее в контексте необычных обстоятельств, чем как профессиональные недостатки. Это сопереживание подчеркнуло важность сострадания и лидерства, превратив потенциальный спорный момент в возможность для прощения и роста. По мере того, как Джона узнавал больше о секретном проекте, его первоначальная тревога уступила место волнению и чувству ответственности. Участие в этой инициативе
было воспринято как вотум доверия к его способностям и потенциалу. Детали проекта рисовали картину сотрудничества и инноваций, предлагая Джонни уникальную возможность внести свой вклад в создание чего-то впечатляющего и новаторского. Размышляя о том, какие эмоции у него были за этот день, Джона отметил, что нет худа без добра. Испытание лифтом, хотя и было мучительным, непреднамеренно привело его к ключевой роли в важном проекте. Это стало напоминанием о том, как непредвиденные события могут привести к неожиданным возможностям. Джона вновь обрел целеустремленность, он был готов решать стоящие перед ним задачи со свежим взглядом на вещи и вновь обретенной решимостью. Наконец, выйдя из лифта, Джона и женщина, которая, как выяснилось, является дочерью мистера Гибсона, на мгновение обрели взаимопонимание. Испытание, которое они пережили вместе, неожиданно породило связь, скрепленную общими невзгодами и предвкушением совместной работы над секретным проектом. Когда они расстались в вестибюле, было ясно, что этот опыт останется незабываемой главой в их жизни, историей страха, открытий и возможностей, возникших в самых неожиданных обстоятельствах. Дорогие друзья, если вам понравилась данная история, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.